Здравствуйте, друзья! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. И мы продолжаем наш марафон. Даш, подскажите, я все время забываю это название. Из новичка в любителя. Вот. И третья часть. У нас сегодня третья серия. В прошлой серии мы совершали переход от одной части тела к другой. И сейчас мы показываем дальнейшее движение. Такое мы будем отводить мышцу в сторону для ее расслабления. Так как мы все новички, я просто рассказываю для тех, кто не знает анатомии, не знает вообще массажа. Также мы встаем, как в первой части. Если вы не смотрели первую часть, можете вернуться и посмотреть. Там все описано, каждая деталь, как мастер должен стоять. И сейчас я как раз нахожусь в этой стойке. Кладем обе руки на нашего клиента, любимого человека, родственника и так далее. И начинаем отводить мышцу в сторону. То есть мы идем рядом с позвоночником, сильно не давим, чувствуем напряжение, мышцу отводим в сторону и переходим на основание ладони. И такие круговые движения. Возвращаемся, делаем движение более слабым. Начинаем оказывать давление, сдвигаем мышцу и уходим на основание ладони. Важно еще работать телом. Мы работаем опять же весом своим собственным. То есть вот движение, мы прижались к кушетке и начинаем делать массаж, плечи у нас поджаты. Вот это вот неправильно. Даже покажите, вот так вот делают, вот массаж стоят, вот, и это неправильно. То есть мастер должен делать массаж красиво, но не только из-за красоты, а из-за того, что это действительно физиологично и эргономично для его тела. То есть спина должна быть, опять же, я повторюсь, прямая, ноги полусогнуты, и мы работаем весом. Плечи опущены, плечи мы не поджимаем. И такое движение по всей поверхности спины. Как уйти вниз? Легким движением перемещаемся и опять начинаем движение снизу вверх. То есть мы идем вдоль позвоночника, немного нажимаем, чувствуем здесь мышцу, преодолеваем ее и уходим на основание ладони. То есть мы сдвигаем ее сначала пальцами, потом основанием ладони. Пальцами, основанием ладони. Пальцами, основанием ладони. И следующее движение, то есть мы уходим, еще раз его делаем. И следующее движение, которое будет логичным, таким логичным завершением, оставляем одну руку и вес тела прикладываем к более маленькой области. То есть если мы вес распространяем на две руки, клиент чувствует одну нагрузку на мышцы. Если на одну руку вес тела, естественно, нагрузка будет более глубокой, движение более сильным. И проходим под лопаткой, вокруг нее и уходим к предплечью. Такое движение. Тоже работаем телом. Нагрузка на руку, с пальцев переходим на основание ладони. То есть вот движение, идем. Пальчиками, нагрузка на пальцы, потом мы смещаем нагрузку на основание ладони и заканчиваем движение, уже перемещая свой вес на основание ладони. Эти движения для новичков, но я думаю, что для профессионалов тоже могут оказаться полезными. Приходите к нам на обучение. Покупайте вебинары, если вы в далеких странах находитесь, ставьте лайки. Мы с вами. До встречи. Подписывайтесь, переходите на наш сайт, посмотрите, может быть, вам что-то там будет полезно. До встречи. Пока.